Добрый день, мои любимые. Меня зовут Луна. Рада вас приветствовать на своем канале Таро и Лиди. Сегодня сделаем онлайн гадание, расклад карт Таро. Вот на такую тему. Любовь на расстоянии. Мысли мужчины о вас. Да, что он планирует? Давайте разберемся в этой ситуации. И также, кто меня знает, кто подписан, поработаем при желании, кто хочет в конце, над теми препятствиями, которые, возможно, нам покажут расклад карт Таро. Естественно, девочки, я надеюсь, вы понимаете, что если вам не суждено быть с этим человеком, то обращение к высшим силам, которые мы сделаем, к силам вашего рода, к ангелам-хранителям, в принципе, ничего не изменит. А если это какие-то внешние препятствия, какие-то вещи, которые высшие силы могут сделать, то, что вам не по судьбе, да, то, что из-за каких-то действий, естественно, это очень сильно помогает, убирает препятствия, сокращает наше время, трудности. Итак, хорошо, начнем. Любовь на расстоянии. Давайте вначале посмотрим, что между вами на сегодняшний день, чтобы вы понимали, что расклад именно ваш. Если не ваш, ищите другое мое видео. Итак, что на сейчас между вами? Смотрим. Что между этими людьми сейчас? Что между ними? Так. Смотрите, карты показывают, что период у вас такой замечательный, возможно, конфетно-букетный. Возможно, он только начался, возможно, ну вот самый приятный, то есть человек вам сыпет комплименты, говорит о том, что вы прекрасны, ухаживает, хоть это на расстоянии. Ну, такой конфетно-букетный период. Но какие-то вот мыши выпали. Мыши — это какие-то или трудности, или враги. Притом почему-то это связано с детской картой. То есть какие-то, возможно, у вас трудности сейчас с ребенком, или вам очень хочется ребенка, но расстояние — это трудность. Или это какие-то трудности из вашего детства также может показывать. В то же время показывает, что отношения ваши еще чисты. Да? Это говорит о том, что или у вас давно не было близких отношений, или их еще вообще не было, потому что есть определенные преграды. Насколько я понимаю, это преграда расстояния. Хорошо, давайте посмотрим, какая вы женщина. Да? Понятно, ситуация, которая у вас сейчас. Какая вы женщина? Буквально 3 карты. Угу. Вы женщина, для которой очень важен дом, для которой, ну, вот ваш фундамент, все то, что, на чем вы держитесь, это ваши, ну, основные ценности в жизни, это ваш дом и построение прекрасной жизни всех, кто вас окружает, и себе тоже, естественно, любимой. Также вы достаточно романтичная девушка, женщина, но не настолько доверчивая. То есть у вас, вы любите все взвешивать отношения, не размениваетесь по мелочам. Да, если вы уже в этих отношениях на расстоянии, думаю, вы уже продумали все
и взвесили все, и вот строите. Ну вот абракадабра выпала. Ну, сама карта говорит о себе, вы не понимаете, да, в этой ситуации, что конкретно происходит. То есть все перемешалось, вам кажется, вы все знаете, у вас четкий фундамент, но как-то так получается, что сейчас вы запутались и стоите на такой, точнее, вы даже не стоите на какой-то развилке, вы просто как бы со стороны смотрите на все, что происходит, на всю эту абракадабру, и, мягко говоря, в шоке. Хорошо. Так. Смотрим дальше. Теперь вы знаете, ваш это расклад или нет. Смотрим дальше. Что происходит сейчас в его жизни? Давайте посмотрим, что сейчас происходит в его жизни. Что, какие действия, что с ним, где он? Давайте посмотрим, что карты нам хотят по этому поводу сказать. Так. Что происходит в его жизни? Так, в его жизни. Где-то там на расстоянии. Давайте заглянем, что у него происходит в жизни. Так, смотрим. Очень интересно. Ну, какая-то сложная ситуация у него сейчас. Во-первых, и Верховная Жрица говорит о том, что то, что реально у него происходит в жизни, сейчас вам лучше даже не знать. То есть основное то, что происходит, вам лучше не знать. У него какая-то апатия. Давайте посмотрим, с чем связана эта апатия. Это апатия в любви, так как кубки выпали, да? Или это апатия... Сейчас, секундочку, я возьму колоду. Или это апатия какая-то связанная с работой, или его состоянием сейчас, или трудностями. Так, с чем связана его апатия? Почему он находится в таком состоянии? Связано с любовью, этими отношениями, или связано с работой? Смотрите, очень интересно выпало. Если говорить об отношениях, то выпал паж кубков. То есть эта проблема есть с отношениями, но она не основная для него сейчас. То есть по пажу это, скажем так, есть какие-то трудности, есть какие-то мысли. Ну, паж все-таки кубков, то есть он любит, он настроен на вас. А по деньгам действительно, то есть ему сейчас очень важно заработать деньги. Там, где он находится, у него стоит вопрос о том, что он хочет стать королем Пентаклей. Разобрались. Смотрите, он ждет какую-то помощь. Он ждет какую-то помощь, которая ему будет оказана материальная. Это может быть помощь и от вас, может быть помощь от кого-то другого. То есть он находится не в состоянии равновесия. Видите, карты показывают. Ему для того, чтобы прийти в состояние равновесия, нужно немножко денег. Вот на эти весы положить денег, и тогда он успокоится. Также он смотрит на перспективы переезда. То есть он думает о том, что нужно уезжать оттуда, где он находится, потому что, видите, десятка мечей, он в очень таком неприятном сейчас ситуации. Вокруг нависла опасность, возможно, даже эта опасность его поразила, то есть он разбит. Но состояние десятка мечей — это одно из худших состояний, которые вообще показывают карты Таро. Видимо, потому Верховная Жрица говорит о том, чтобы
сберечь ваше спокойствие, копаться в этом не стоит. То есть общее она нам показала о том, что он в апатии из-за денег, немножко из-за отношений, что ему нужна материальная помощь, он думает о переезде, ну или движении куда-то в другое место, и он вот в таком состоянии. Хорошо, смотрим дальше. А что он думает, загаданный этот человек, о вас? Что он думает сейчас о вас? Да, видите, уже есть над чем работать, над какими препятствиями, то есть нужно, чтобы помощь к нему пришла, нужно помочь ему выйти из этого ситуации, да, постараться обратиться к высшим силам. Что думает о вас загаданный человек? Смотрим, что думает о вас загаданный человек. Что он думает о вас? Так, смотрим. Ну, очень хорошо он думает. Ой, ну, вопрос денег прямо проходит красной линией через весь расклад. Что он думает о вас? Ну, видите, выпадает четверка жезлов. Это семья, где вы вдвоем в шатре, у вас все хорошо. Он думает о том, что вы та женщина, с которой он хочет быть. Он хочет с вами строить семью. Он чувствует гармонию с вами. Он хочет к вам. То есть это основной посыл, который дают карты. То есть он думает о том, что когда он будет с вами, вот все правильно, вот все, что вы говорите, все, что вы планируете, все это отражается в нем, и он это воспринимает очень хорошо. Двойка Пентаклей говорит о том, что он все-таки не уверен и отходит немножко из-за ситуации, находится в подвешенном состоянии, да, вот таком, из-за денег. То есть здесь возможно, что он находится там, где он сейчас находится, на расстоянии как раз из-за денег и того результата, который он планировал получить. Возможно, вы и не планировали, да, что он так много получит, или вообще не планировали на его финансы, но вот именно он планировал гораздо больше, потому он боится и отходит от ситуации возвращения домой, потому что он не достиг того результата, он не знает, как вы восприняете эту ситуацию. Он в подвешенном состоянии, он не понимает, что ему делать в этой ситуации, куда ему двигаться. То есть у него 50 на 50, оставаться там, ехать к вам, денежный вопрос. То есть он хотел очень много денег, то есть или ему обещали, да, а так оно не сложилось. Ну вот так произошло. Над этим тоже надо поработать. Так, смотрим дальше. Какой женщиной он видит вас? Давайте посмотрим. Да, это важно. Какой женщиной он видит вас? Давайте посмотрим, что в нем, что в вас его привлекло, что для него самое важное для него в вас, да? Вот какой женщиной он вас видит, потому что мы люди бываем разные, и для разных людей мы разные. И если мы знаем, что нравится человеку у вас, то, во-первых, можно сделать определенные выводы, а во-вторых, если понравятся эти выводы, то делать то, что нравится, еще больше, да? Так, какой женщиной он видит вас? Смотрим. Сейчас разберемся. Очень хорошая карта в данном случае. Опять повторилось то, какая вы на самом деле. Это вообще замечательно. Ну, смотрите, первое, что он вас видит, немножко ему это странно. То, что вы женщина, которая
помогает как бы незнакомому человеку или противоположности какой-то. То есть вот видите, ну, казалось бы, женщина, лебедь, и вы держите зонтик, помогаете лебедю, да, хотя как бы, ну, какой брак между женщиной и лебедью? Ну, возможно, у них там красное одинаковое платье, возможно, у нее крылья тоже за спиной, но для этого нужно время, да, чтобы эта пара состоялась. А вы вот даже с подарком каким-то, да, может быть, просто ваши мысли, советы, все что угодно, вы видите перспективу в этих необычных отношениях. Да. Также он видит вас женщиной очень романтичной, немножко медлительной, но это он так видит, и скорее всего, что вы просто не принимаете быстрых решений, потому что у вас есть определенный опыт в жизни, и вы понимаете, что, ну, нужно какие-то как бы испытания тому человеку, которого вы любите, чтобы опять не ошибиться, да? Что-то было у вас в жизни, в прошлом, то, что вынуждает вас так делать, да. Опять же выпадает женщина, да, вы для него та женщина, которая может держать дом, та, которая в ее доме будет комфортно, то, куда он стремится. И вот сразу карта выпадает, какая женщина, да, корабль, дерево, символ рода, да, и вот он там, вот на этой веточке, и он хочет пустить якорь, да, хочет приехать к вам и пустить якоря. И чего он еще ему кажется иногда, да, что вы такая русалочка, которая может с этим кораблем немножко поиграться. Просто поиграться, да, русалки, они топили корабли, и вот вы держите его на веревочке, есть у него такое ощущение. Ну, общий показывает, что вы его привлекаете разговорами и внешностью. Но больше здесь духовная связь, то есть больше связь от того, как вы ему помогаете советами, общение его вытаскивает из каких-то тяжелых ситуаций. То есть связь держится больше на общении. Хорошо. Давайте посмотрим самое интересное. Да? Мы уже в раскладе увидели, что в принципе он хочет к вам приехать. Ну, давайте посмотрим, прямо вот так и спросим, какие у него намерения и планы относительно вас, да, на ближайшее время, скажем так. Его намерения и планы относительно вас в ближайшее время. Так. Ой, ну, карта влюбленных. Ну, прекрасно. Мечи. Сейчас разберемся. Отшельник. Рыцарь кубков. Ну, его намерения и планы относительно вас, он видит вас парой. Это очень хорошо. Однозначно, тут безоговорочно выпало. Но он понимает, что для того, чтобы быть парой с вами, ему нужно преодолеть определенные препятствия. Он вот так вот вооружившись, ну тут выпадает в принципе пятерка мечей, это первая победа, да, когда вы победили, но ситуация до конца не закончена. То есть проблема не решена, но в данном бою вы победили. Почему-то пока он выбирает позицию отшельника, то есть где-то там вдалеке ему сейчас комфортнее. То есть, ну, не вижу я вот тут в этом раскладе вот движение к вам, то есть планы есть, движение к вам, ехать сейчас, увидеться я не вижу.
Пока он видит себя рыцарем кубков, это человек очень романтичный, который будет радовать вас словами, потому что ему пока тяжело, и он не может ехать. Очень много трудностей у него почему-то на сейчас. Хорошо, давайте спросим совет карт, да, как поступить в этой ситуации, а потом перейдем к тому, что будем убирать препятствия, как-то улучшим ситуацию, которую нам показал расклад. Так, смотрим, какой совет карт для этой любви на расстоянии, да, для девушки, для женщины, которая в таких отношениях. Так, смотрим совет карт. Колесо судьбы. Ну, оригинально. Время положительных изменений. Ситуация внезапно изменится. Удача на вашей стороне. Колесо судьбы — карта, которая говорит о том, что все циклично. Да? Если что-то плохо, там потом становится хорошо и наоборот. И совет карт — дождаться того периода в жизни. Эти отношения, они перспективны, да? Дождаться положительных изменений, и тогда все произойдет. Хорошо. Давайте работать с препятствиями. Давайте посмотрим на расклад именно Таро карт. Таро — это действие. И, девочки, поработаем над этим. Так, давайте уберем его апатию. Не хочется, чтобы он там где-то страдал, да, далеко. Оставим, что помощь у него будет. Оставим, что он хочет ехать дальше. Естественно, уберем вот его такое состояние, когда он ранен, когда он разбит, когда он в полной депрессии, в связанном состоянии. Ну, так, естественно, оставим то, что он хочет к вам. Обстоятельства 50 на 50. Давайте попробуем убрать. Отход тоже убрать. То, что он жертва, тоже убрать. Деньги оставим. Девочки, я убираю вот сейчас по максимуму. Если вы с какими-то картами не согласны, вы можете убирать, когда я буду это делать. Только то, что вы считаете нужным. Любовь оставим. То, что он сражается за эту любовь, оставим. Давайте уберем его, что он хочет быть отшельником, оставим рыцаря кубков и уберем тяжесть. Да? То есть у нас получилось, ну, верховную жрицу мы не можем убрать, какая-то тайна, что ему нужна помощь, и он смотрит, что нужно ехать к вам. У вас дом полная чаша, деньги, влюбленные, мужчина сражается за вашу любовь. Так, значит, этот расклад убираем. Смотрим, что мы убрали. Апатию, разбитое состояние, сомнение 50 на 50, уход, то, что он жертва, то, что он отшельник, и то, что ему тяжело. Так, сейчас будем работать, девочки. Кстати, пока я ищу карту «Мир», которая нам необходима, карту «Суд», я понимаю, расклады интересные, вы забываете лайкать, забываете подписываться, ну, писать комментарии, тоже очень приятно их читать. Интересно, как у вас проигрался этот расклад, что было дальше. Пишите, пожалуйста, комментарии. И сейчас займемся. Ну и подписывайтесь. 90% смотрят неподписанными. Ну, если вам, естественно, это интересно. Так, ищем карту Верховного Суда. Так, смотрим, девочки. Сейчас вспоминаем также весь род, который за вами стоит. Вспоминаем любимую бабушку, любимую тетушку,
любимого человека, который вас очень любил и может вам помочь, и весь тот род, который за вами стоит. Вспоминаем его, нам нужно будет эта вся помощь их, да, для того, чтобы убрать все препятствия, которые показал этот расклад. Ну, так, все, девочки, сосредоточились. Так. Верховный суд все плохие препятствия может убрать, если это все по судьбе. Итак, обращаемся к высшим силам, к силам рода, к ангелам-хранителям. Пусть все хорошее беспрепятственно проявится в жизни у всех, кто смотрит это видео. Просим убрать все препятствия, которые показал расклад карт Таро. Просим, чтобы все мечты сбывались, чтобы жизнь стала счастливой, чтобы вы любили и были любимыми, чтобы всегда были деньги и чтобы их всегда хватало. Убираем препятствия по Верховному суду. Да будет так. Так, мы сейчас проверим, получилось ли. Также не забывайте в комментариях писать «Спасибо, да будет так» для закрепления. И сейчас проверяем, получилось. Если нет, то есть у нас еще одна возможность. Один раз мы повторим. Если и второй раз не получится, так, получилось ли у нас убрать препятствия, которые показал расклад карт Таро. Так, что у нас на сейчас? Колесница едет. Что хоть едет? Благополучие. Так, расклад карт говорит, что те, кто обращался, те, кто реально чувствует, да, что это тем, кому это во благо, все произойдет. Если вы чувствуете, что как-то не совсем так, можете пересмотреть этот участок несколько раз. Если это по судьбе, это все произойдет. Так, девочки, меня зовут Луна. Подписывайтесь, если вам интересно. Не забывайте в комментариях писать «Спасибо, да будет так». И также пишите, как у вас проигрался этот расклад, насколько он с вами резонировал. И спасибо, да будет так. Ваша Луна.